Вот сейчас вот сколько субстрат получается при влажность 68-72%. Этого достаточно для того, чтобы, значит, начать производство и вносить мицелий. Температура, если больше или меньше, это сбой. Точность, как в аптеке, халаты, датчики, компьютеры и разрешение на съемку только через смотровое окно. Вот в таких условиях, схожих с научной лабораторией, ведется агробизнес. Так выглядит современная грибная ферма. Процесс начинается вот в этом агрегате, где в условиях полной стерильности смешивается мицелий, проще говоря, грибница, и субстрат, в котором и будут расти грибы. В данном случае это солома. Мицелий смешивается через дозатор, который, значит, проходит на транспортерной линии, значит, а сама солома уже подается непосредственно в обработанном виде. То есть она стерилизована, значит, ни инфекции, ни бактерий на ней нету. Созревает грибница в специальных камерах с особым климатом. Здесь контролируется влажность, температура и приток свежего воздуха. Кстати, вода и воздух сюда подаются, пройдя несколько этапов очистки. Плантация полностью защищена от бактерий извне. Мы видим, что из перфорации, значит, уже появляется примордие. Прошла фаза инкубации 14 дней, 15. Опять же, здесь контроль влажности, температуры и, соответственно, приток чистого воздуха. Здесь вот это 3 параметра, которые должны быть. Промышленная грибная ферма открылась в Большемуртинском районе в апреле этого года. Это единственное производство подобного уровня в Красноярском крае. Мощность фермы до 20 тонн вешенки в месяц. Урожай собирают ежедневно. А утром, когда открываешь комнату, заходишь, и море грибов, и не знаешь, за какие браться. Очень много, и все надо вовремя снять, успеть. Вот этот гриб, он кажется маленький, но на самом деле к вечеру мы его уже снимем. Вот эти. К вечеру они уже готовы будут. А, допустим, вот такой где-то через сутки. Грибы очень быстро растут, поэтому мы их снимать не успеваем. Поэтому 2 раза снимаем утром и вечером. Фермерская продукция идет на расхват. Сегодня местную, всегда свежую вешенку можно найти в самой крупной торговой сети города и края. Хороший спрос также от столовых и ресторанов. Подспорьем при запуске производства стала господдержка. Предприниматели, как начинающие фермеры, получили в прошлом году грант от Минсельхоза по размере 3 миллионов рублей. Краевые власти проект посчитали перспективным. Все, что западнее туда, за Урал, там производство вешенки настолько распространено. Там мы здесь, можно сказать, в регионе как один производитель такой крупный, ну, по нашим данным. А за Уралом там буквально этих ферм на каждом шагу. То есть спрос очень велик, с каждым годом он растет, увеличивается. Соответственно, ну и мы сейчас приложим все усилия для того, чтобы, то есть, объяснить нашим жителям, что это самый экологичный гриб, который есть. В нем не содержится ни химикатов. В процессе участвуют только солома, мицелий, ну и вода. Интересно, что хозяева грибной фермы в прошлом – работники почты. Свои первые эксперименты с грибами начинали в домашнем подвале 5 лет назад. И на тот момент только мечтали о собственном бизнесе. Значит, увидел в интернете выращивание вешенки, что это очень дешевый и очень прибыльный бизнес. Как оказалось, это не так. Это капитальные вложения. И столько опыта и сил было потрачено, чтобы изучить технологию для того, чтобы выращивать вот эти красивые, вкусные грибы. Мы начинали просто, забивали вручную мешки, парили, значит, в кипятке их обрабатывали, собирали по крупицам информацию, которая должна была быть. Значит, не было технологических процессов вообще абсолютно никаких. На одной только вешенке решили не останавливаться. В планах выращивать шитаки, маслята, лисички, белый гриб эринги. В ближайшее время будут ставить оборудование по глубокой переработке. Делать из грибов икру, паштеты, солить, мариновать и морозить. В дальнейшем красноярские грибоделы намерены поставлять продукцию и в соседние регионы.